То есть, по сути, человек не управляет своим сном. Наш сон – это деятельность бактерий. Это храп, это не норма, храп это опасно, это не хихи-ха-ха, это до 500 остановок сердца за ночь. Считается, что ты спишь, если меньше 7,5 часов, у тебя будут проблемы со здоровьем. Если больше 9 часов, тоже будут проблемы со здоровьем. Как будто закат сам, он же красный сам по себе, и вот это зарево вам говорит: все, харе. Сознание вернулось чуть раньше, чем включились мышцы. Очень человек интересно. лежит обездвиженный, ему очень страшно в этот момент. Да, все думают, Адроспан надо жечь, духов изгонять. Очень много тревожных мыслей, и самая тревожная мысль – это опять начинается вечер, вот я сейчас опять лягу и не смогу заснуть. Мамам деток я очень советую убирать все лампы из детской. Со мной в студии собеседник, доктор, кандидат медицинских наук, который 10 лет назад в основном принимал бабушек и дедушек, а сейчас принимает молодежь и детей. Угадайте, с кем мы сегодня? И эта тема для меня самая актуальная, самая важная. И сейчас вы поймете, почему. Потому что это сон. И с нами сегодня сомнолог, первый сомнолог в Казахстане, который усыпляет вас уже 10 лет. Сколько лет? Больше 19 лет. Больше 19 лет. Алия Иманалиевна сегодня с нами для того, чтобы рассказать все о сне, о гигиене сна, коснемся немного биохимии, субстанций, определенной модуляции образа жизни. И все это только с одной целью, чтобы вы хорошо спали. Погнали? Спасибо большое, Алия Иманалиевна. Доброе, бодрое утро всем. У кого бодрое, да. От чего зависит бодрое утро? Вот классно. Заезд такой. Да, у большинства людей, которые ко мне обращаются с различными проблемами, которые я могу решить по сну, есть представление о том, что сон создан для энергии. То есть если я высплюсь, то на следующий день я обязательно буду бодрым. И все связывают именно это только с самим сном. Но на самом деле это не совсем так. И если у 10 человек спросить, что такое сон, мы получим 11 различных ответов. И если вы у меня спросите, что такое сон и зачем он нужен, я тоже буду давать ответы с разных сторон. Если мы на сон посмотрим как ученые люди со стороны науки, то, оказывается, это было доказано еще 100 лет назад, сон наступает благодаря накоплению в организме к определенному времени определенных веществ. Раньше их называли гипнотоксины. А в настоящее время доказано, что, оказывается, наш сон – это деятельность закономерная иммунной системы. То есть иммунная система в течение дня борется с различными бактериями, которые в основном поступают с пищей. Это наш микробиом. И лес рубят, щепки летят. Получается, иммунная система разрушает оболочки бактерий, аэробных, анаэробных бактерий. И в оболочках бактерий содержится специальный гликопептид, вещество. Когда это вещество накапливается в определенной концентрации, то есть это токсическое вещество, и оно требует вывода. И накопление именно этого вещества запускает у нас процесс сна. То есть, по сути, человек не управляет своим сном. Наш сон – это деятельность бактерий. Вот это да! Это первая минута подкаста. Вы узнали кое-что новое о сне. Да. Зачем нам это нужно знать? И в науке до сих пор продолжаются исследования. И мы все знаем, что в 2017 году было выдающееся событие. Впервые за 117 лет существования Нобелевской премии ее выдали 3 американским ученым, которые 40 лет, это практически весь трудовой стаж, посвятили изучению всего лишь одного вопроса. Каким образом головной мозг переходит из состояния бодрствования в состояние сна, и каким образом мы просыпаемся из сна. Каким? Так интересно. Я как будто на экзамене ничего не знаю. Каким?
У нас есть белок, ген, который кодирует белок ПЭР. Этот белок запускает в нашем организме смену циркадных ритмов. Это вот этот клок, да? Да, то есть ПЭР и клок. И если спросить у меня по-другому, что такое сон, можно сказать, что это состояние противоположное бодрствованию. На бодрствование у нас отводится 16-18 часов, на сон у нас отводится 6, 7, 8 часов. Ученые долго не могли понять, белок ПЭР, его открыли давно, но они не могли понять, каким образом он попадает в клетку. И вот эти вот 3 нобелевских лауреата изучали и открыли еще 2 дополнительных белка, которые как бы за собой тянут внутрь клетки, к ядру, вот этот вот белок ПЭР, который потом и запускает смену циклов сна и бодрствования. Уникальный механизм. Да. Зачем нам знать вот эти вот научные исследования различные? Понятно, что для конечного пользователя это не очень интересно, но для меня, для нас, как для врачей, для ученых, как для биохакеров, возможно, через какое-то время у нас появятся безопасные снотворные, более безопасные, чем те, которые мы используем на сегодняшний момент, которые есть у нас в арсенале. А вот давайте немножко остановимся и скажем, а что есть в арсенале сегодня? Мелатонин? Если их поделить, а мы все-таки их делим, и делятся эти снотворные препараты в зависимости от вида бессонницы. Интересно. То есть, когда приходит человек с бессонницей, я обязательно уточняю, что для него это бессонница. То есть это всего лишь 3 ситуации. Первая ситуация – это пресомнические расстройства, это нарушение инициации сна. То есть пациенту, мозгу тяжело заснуть. Это вот эти люди, которые ворочаются, какие-то все время. Да, и у них очень много тревожных мыслей. И самая тревожная мысль – это опять начинается вечер, вот я сейчас опять лягу и не смогу заснуть. Точно. Это очень тяжелая такая мысль. Вот. Они постоянно переворачиваются, их что-то беспокоит, вздрагивание бывает. Но она же биохимически обусловленная, да? То есть психологически, биохимически, да? И психологически, и биохимически, конечно. То есть есть определенная предрасположенность. То есть либо есть какая-то проблема в самом головном мозге, например, с кровотоком, с ликворооттоком, либо есть какие-то социальные проблемы, которые в течение дня разгоняют вот этот ток мыслей. Есть второе интрасомнические расстройства, то есть когда человек более-менее засыпает, но ночью часто просыпается. Вот. Да. Каждые 1,5 часа, каждый час. То есть сон очень поверхностный. Часто это бывает у матерей. Даже они уже родили, ребенок уже взрослый, там после 3 лет детей обычно не бывает проблем со сном, они не путают день с ночью, но все равно, как я говорю, это материнское сердце, оно остается. И есть третья проблема, это и когда и то, и другое, и еще утром тяжело встать. Это уже кортизольная история, да? Где-то это связано с кортизолом, где-то это связано с другими нейромедиаторами, в частности, дефицит гамма-аминомасляной кислоты, вот мы точно знаем. Проблемы с выработкой орексина, гипокретина – это нейромедиаторы, которые отвечают за усталость в дневное время. То есть очень много нейрогормонов, которые участвуют, нейропептидов, которые участвуют в механизмах сна. И в зависимости от того, какой из видов расстройств, а мы их выявляем при исследовании, которое называется полисомнография, то есть на ночь пациенту устанавливается большое количество датчиков, 19-24 датчика, и мы записываем мозговую деятельность в виде волн электроэнцефалограмм. А он может при этом уснуть? Конечно. Может, да? Да, конечно. Да, создаются условия, близкие ко сну. Да, понятно, что это будет немного тревожная ночь, но в целом это исследование, оно считается воспроизводимым. То есть если его сделать и в следующую ночь, после адаптационной ночи первой, и в 3-ю, и в 4-ю ночь, то мы получим один и тот же результат. Поэтому достаточно надежное обследование. Сейчас даже есть полисомнография выездная. То есть пациенту можно не находиться в стационаре, он может спать у себя дома. Я хочу заказать такое.
Ага, классно. В зависимости от того, какой у человека вид бессонницы, мы подбираем ему снотворный препарат. Ага. Если это интрасомнические расстройства, Просыпаюсь часто. нарушена инициация, то есть вхождение в сон, вот это да, вот вхождение в сон. головной мозг никак не может начать выполнять первый цикл сна. Ага. Вы знаете, что сон – это цикличный процесс, да, он Мгм. состоит из 4-5 циклов по 90 минут. Каждый цикл еще поделен на фазы. 4 фазы есть. Там 3 фазы глубокого сна и 1 фаза быстрого сна – это сон со сновидениями. Мгм. За каждую из фаз отвечает определенная область мозга, а за определенную область мозга, за ее действие отвечает определенный нейрогормон или нейромедиатор, как мы называем. Это вещества белковой структуры, Мгм. пептиды. Мгм. Если нарушена инициация сна, то в нашем арсенале сейчас есть препараты, которые отвечают за то, чтобы притормозить 12 активирующих систем головного мозга. Вот мы с вами сейчас сидим, записываем подкаст. С утра проснулись, встали, доехали до работы. А за это отвечают задние отделы мозга. То есть в стволе головного мозга это переход из головного мозга в спинной мозг. Снаружи есть сеточка. Называется сетчатая или ретикулярная формация. Мгм. Восходящая, активирующая. Когда она просыпается, то утром вместе с тем, чтобы вернулось сознание, у нас параллельно включаются мышцы. Мгм. Мгм. И вот у тех людей, у которых этот процесс запаздывает, их беспокоит сонные параличи иногда. То есть сознание вернулось чуть раньше, чем включились мышцы. Да, и Очень человек интересно. лежит обездвиженный, ему очень страшно в этот момент. Это вот называют у казахов сонный паралич или карабасхан. Да, Вот, да. но это чисто, Бастурлу. да, это Да. чисто биохимическая история. Это биохимическая, физиологическая история. То есть небольшое такое проскальзывание, запаздывание. Делать ничего не нужно. Состояние доброкачественное, просто эмоционально очень неприятно окрашено. Да, ну все думают, адроспан надо жечь, М. духов изгонять, а на самом деле надо просто поработать с чем? Часто ко мне с сонными параличами приходят студенты, которые накануне сдавали какие-то сложные экзамены и несколько дней не спали. М. То есть нужно быть выспанным в течение нескольких дней и избегать стрессов. И это все лечение сонного паралича? Если есть необходимость, то есть я на осмотре вижу, что есть дефицит магния, чаще всего стресс – это дефицит магния, то мы добавляем какую-то из усвояемых форм магния. Кстати, классно, да. Я тоже заметила, как я стала пить магний, у меня тоже сонные параличи закончились. А какие формы магния вы чаще используете? Я обычно беру трехкомпонентный, но мне нравится именно трионат магния. Мгм. Я чередую, допустим, 1 месяц пью один, но трионат магния, который нейромаг называется, потому что Мгм. трионат это вот прям молекула. Можно глицинат магния, но он чуть-чуть тормозит. Глицинат можно на ночь пить, потому что там же глицин Да, молекула да, связка. с глицином. Вот. Очень интересно. И вот при нарушениях инициации сна у нас есть препараты, это, например, называются антагонисты орексина. Суваректант есть такая молекула. То есть мы не говорим про препарат, мы говорим про молекулу. Да? Неплохо работает. То есть люди, которым тяжело заснуть, мы даем эту молекулу, и они легче инициируют свой сон. Конечно, не все так идеально, как хотелось бы. То есть препарат может работать первые 2, 3, 4 дня. Там, на 5-й день он может дать какую-то ошибку. Да? То есть он может не вызвать сна, и это может вызывать тревогу у пациентов. То есть идеальных снотворных не существует. Да, вот как раз на этом я хотела бы остановиться. Пока ты получил какую-то молекулу, с помощью которой ты 2-3 дня спишь, за это время можно же что-то сделать в гигиене сна, да? Или в своем образе жизни. Вот что бы вы делали эти 2-3 дня? Потому что, например, у меня есть подруга нутрициолог, и она ведет группы, Альмира Орлова. Она, допустим, прям своих, кто на марафон заходит, она заставляет, независимо от того, во сколько уснул, встать в 5 утра. И говорит, вот вы сегодня встали в 5 утра, и вы точно уснете в 9. И все, и она вот выравнивает этот ритм. Что можно еще делать? Альмира недавно спрашивала у меня, что можно съесть для того, чтобы заснуть. Она у вас, да, спрашивала? Да. Она меня тоже спрашивала. Да.
Ну, я работаю с мамами, у которых есть малыши. Они тоже спрашивают, чем накормить ребенка, чтобы он заснул Да. вечером, да, не перегружаться. И для взрослых, и для детей это общие рекомендации именно на ужин. Это хорошо разваренная гречка или пшено, то есть долгие углеводы. Медленные углеводы, Медленные да, углеводы. да. Можно добавить немножко жиров, там кусочек сливочного масла, и детям можно добавить немного белка. Ну, маленькая Интересно. фрикаделька, там, котлетка такая постная. Некоторые, вот я сразу вам скажу, что несколько школ есть. Вот одна, я тоже за вашу рекомендацию, а есть некоторые микробиологи советуют на ночь есть прям хорошенько клетчатку, прям салат и белок какой-нибудь легко усвояемый. Это нужно тоже смотреть в зависимости от того, что с вашим кишечником, да? Конечно. Да, есть группа заболеваний, там гистаминозы, например, да, там нужно аккуратно с клетчаткой быть, с ферментированными продуктами. Да, иначе у вас будут вздутия, неприятности Да, всякие. это Да. тоже мешает заснуть. То есть поэтому первично сначала, если у вас вздутие, дискомфорт, ЖКТ, там изжоги и так далее, то вам лучше не с клетчатки начинать, а убирать сначала патогенную флору и сидеть примерно вот на такой истории, потому что там есть несколько вещей, которые влияют на это, и микробиом, и инсулин, да? Да. И мы даем медленные углеводы для того, чтобы вы не просыпались из-за падения инсулина. Ну, сейчас об этом Да, попозже. потому что инсулин и гормон сна мелатонин, который открывает ворота в сон. То есть мелатонин это не основной гормон, который участвует в поддержании вот этого длинного, сладкого, глубокого сна. Он только помогает заснуть. И они находятся в антагонистических таких противоборствующих действиях. Контринсулярный. Контринсулярный, да. То есть, если мы дадим быстрые углеводы, это подавит просто выработку мелатонина, мы не сможем заснуть. То есть сладкий ужин это прям... Сладкий ужин, да, где много теста, особенно там в сочетании с жиром, там, углеводы, это большая проблема. Для сна. Для сна, да. Самые прокачанные люди у нас сегодня в прокачке, и у меня для вас классная новость. Уговорила я после подкаста Алию Иманалиевну сделать несколько разборов для нашего клуба по сну, потому что она кандидат медицинских наук, доктор-невролог, которая училась в Москве, династийный врач-невролог, представляете, и первый сомнолог в Казахстане, которая привезла сюда уникальные диагностические методы и методы лечения. И вот у нас в прокачке одна девушка писала, что делать, если я в 10 засыпаю, в 12 просыпаюсь, 3 часа уснуть не могу, как перестать это делать. И Алия Иманалиевна с радостью согласилась прокомментировать этот кейс во благо другим в том числе, но есть задание, да? Какое задание вы даете? Первое задание, которое я даю, это отслеживать, что у вас со сном. Дневник сна, Вести дневник сна. Это такая несложная форма, которая заполняется через 15-20 минут после утреннего пробуждения. И вы можете расчертить в какой-нибудь тетрадке или в блокноте и записывать каждый день с утра, во сколько вы в предыдущую ночь легли спать, во сколько утром встали из кровати, вышли полностью. Можно отметить также, во сколько проснулись, потому что иногда человек просыпается в 6, а из спальни выходит в 10. Ночью просыпались ли вы и сколько раз? И после каждого пробуждения сколько минут не могли заснуть. Ведение такого дневника хотя бы на протяжении 7 дней позволит сомнологу мне понять, что у вас, какая проблема, с какой фазой, с каким циклом сна, и подобрать индивидуальное лечение. Друзья, доктор-невролог, сомнолог Алия Иманалиевна заходит экспертом к нам в клуб «Прокачка», и там будет отвечать на ваши вопросы аудиосообщениями, разбирать разные кейсы, поэтому у вас есть шанс подключиться к нашему клубу «Прокачка». И вас приглашаем, в ссылке есть линк, проходите. Окей, и вот получается вот такой вот ужин, пробуждение, вот насильственное пробуждение, чтобы потом вечером лучше спать. Как вы к этому относитесь? Пару дней прям себя побудить хорошенько в 5 утра. Вы имеете в виду вставать в 5 утра? Вставать в 5 утра, чтобы ложиться в 9, да. В 9 вечера? Ну, 9-10, например. А зачем? У меня потому всегда что такой вопрос. Вот такое есть мнение, что если ты в 5 утра встал,
то ты явно к 9-10 устанешь, и потом у тебя будет, ты будешь вот так падать в сон в 10, и потом у тебя выработается эта привычка. Здесь я рассказала бы, наверное, о волшебном инструменте. Я вообще как бы врач, Давайте. в доказательной базе, в парадигме стараюсь работать, да. Ну, и стараюсь слово волшебство мало употреблять, потому что люди, которые приходят к сомнологу, они иногда не знают, чего ожидать, но действительно есть волшебный инструмент для самостоятельной работы со сном, как любят наше население, самостоятельно работать, называется дневник сна. Да, это основной инструмент, которым я работаю. В общем-то, это либо мобильное приложение, либо просто на листе А4 специальная форма, в которую пациент заполняет утром. То есть не вечером, а с утра, через 15-20 минут после того, как проснулся. То есть мне нужно отметить, во сколько в предыдущую ночь ты лег спать, через какое время заснул, просыпался ли ночью и сколько раз. И самое главное, в баллах отметить, как ты оцениваешь ночью свой сон. Потому что можно в постели находиться и спать там 10-12 часов и проснуться разбитым, с головной болью и без Да. энергии. А можно поспать 5-6 часов и проснуться в прекрасном настроении, выспавшимся. Вот можно мне второе? Сейчас, я надеюсь, мы дойдем до этого. И Мы вот можем сразу обсудить, да, то есть у меня спрашивают, Алия Иманалиевна, а сколько спать нужно? Ага. Да. Такой, в общем-то, такого разговора можно было бы избежать, когда я сама что-то придумываю, сколько человеку спать. Потому что каждый человек сам знает, сколько ему спать нужно. Обычно эту норму мы можем понять либо после введения дневника сна. Если в течение 2 недель мне заполняют дневник сна, я могу посмотреть, что за хронотип передо мной, что за человек. То есть для меня люди не спящие делятся на жаворонков, на голубей и вот на сов. То есть какой хронотип. А это ведь определенная биохимия, это работа мозга. Вот. И если я дам какие-то советы, которые будут касаться жаворонков, то человек-сова, он никогда не заснет в 9 вечера. Даже если он себя очень сильно вымотает и будет несколько дней подряд просыпаться в 5 утра. То есть для него это будет антифизиологично, и это будет вредить его здоровью. Интересно. Да. Когда я работаю со сном, даже если это взрослый человек, я могу сдвигать время сна всего лишь на 15 минут каждые 3 дня. Именно за это время наш организм успевает адаптироваться к стрессу, связанному с изменением времени отхода ко сну или времени пробуждения. То есть мы работаем очень мягко, нежно, спокойно. Очень интересно, Алия Иманалиевна. Получается, все-таки хронотипы существуют, потому что сейчас очень много есть, говорят, это миф, не бывает сов, жаворонков, но это все-таки биохимически обусловленный процесс, да? Да, он запрограммирован вот этим вот белком ПЭР. То есть жаворонки, их биохимия устроена так, что и надпочечники так работают, и шишковидная железа, и кора головного мозга. То есть одного центра сна в мозге не существует. То есть весь головной мозг участвует во сне, только в разные циклы фазы сна включаются те или иные отделы мозга. У жаворонков мелатонин накапливается очень рано. То есть у них, вот как вы думаете, со скольки часов дня наш головной мозг начинает готовиться ко сну? Я спрашиваю это у всех. С 5 вечера? С 5 вечера. Наш головной мозг начинает ко сну готовиться с часу дня. Вау. Да. То есть эта молекула мелатонина, она очень большая, и для того, чтобы она образовалась, нужно 2 молекулы серотонина. Да. И вот вы видите, на биохимическом уровне наш сон и наше настроение, они взаимосвязаны. То есть если человек несколько дней не поспит, то первое, почему будет бить бессонница, это эмоциональная сфера. То есть или это 2 варианта. Либо человек будет злой, раздраженный, будет на всех срываться, дома, на детей, на работе. Иногда делают даже замечания людям, вот, если они сами не видят. Либо это будет вялый, апатичный человек без энергии, которому ничего не нужно особенно. Я вижу и тех, и других.
Им просто надо спать, получается. Да, им надо спать. И вот для выработки молекул серотонина нужна аминокислота незаменимая, L-триптофан. На каждый день должна поступать к нам в организм. И для этого, вот, допустим, в превентивной медицине, да, в нутрициологии существуют пептиды. И вот сегодня мы говорили о том, что вот, в подкасте у Владимира Фокина, да, это... Да, вот мы слушали подкаст очень интересный про разные субстанции. Он любит играть именно с субстанциями разными, пептидные, там протонофоры он сейчас нашел. И вот у него есть крем, который называется Дельта-сон. И там вот как раз разные связки аминокислот, которые работают именно на углубление фазы дельта-сна. Вот, Алия Маналин, давайте людям расскажем, чем отличается. То есть у нас есть две фазы сна, дельта и REM, да, Rapid Eye Movement, это когда быстро. Non-REM и REM, да. Non-REM и REM. Угу. Это и есть non-REM, и есть Non-REM deep. это медленный, да, deep. Deep sleep, да? Deep sleep, да, глубокий И вот сон. получается, что происходит? Правильно ли говорить, поправьте меня, что вот обыватели говорят, что дельта-сон – это глубокая фаза сна, когда иммунная система перезапускается, а REM-сон – это когда мозг чистится. Можно так сказать грубо или нет? Да, можно. Я, наверное, еще глубже дополню, Давайте. да, потому что, опять-таки, это к вопросу, почему у меня с утра нет энергии, если я спал всю ночь, находился как бы в постели, но проснулся не свежим. То есть функция сна – это не давать нам энергию, к сожалению. Функция сна – это рост. То есть биологическое значение сна – много сна у новорожденных детей, детей до 1 года, они практически круглые сутки спят, и мы видим, что ребенок из вот такого крохи вырастает в ребенка 1 годика. Да, но он практически все время спит. Дальше у нас идет небольшой прирост к 7-5 годам, и бурный рост идет в пубертате. Это очень сложный период в жизни человека. И созревание нашего организма, созревание нервной системы заканчивается к 25 годам. Вот. И вот это вот время, оно у большинства людей связано с хорошим сном. То есть он продолжительный, долгий и дает вот ощущение свежести. Зачем такой сон нужен? Дело в том, что в медленных фазах сна вырабатывается СТГ, соматотропный гормон, это гормон роста. Да. Вот он нам помогает. После 25 лет гормон роста перестает вырабатываться в большом количестве. И соматотропный гормон играет роль в основном жиросжигающего гормона. И поэтому, если люди страдают избыточным весом, то нутрициологи параллельно с рекомендациями по образу жизни, по коррекции питания должны обратить внимание на то, как спит человек. И если мы сон углубляем, улучшаем его сон, то похудание идет быстрее. Вот вам лайфхак. Да. И почему у нас сон с возрастом ухудшается? Шишковидная железа свою работу выполняет примерно до 30-35 лет. И потом гормон сна перестает у нас физиологически в достаточном количестве у всех вырабатываться. И у нас у всех примерно в это время начинаются осечки со сном. А мы это начинаем связывать с семейной жизнью, с родами, с рождением работой. детей, да, с работой, со стрессами. Да, это все влияет на сон, но на самом деле это физиология. И примерно в 80-х годах прошлого столетия есть такой уважаемый журнал «Lancet». Ой, очень, да, Да, серьёзное там издание. выпускаются только самые интересные работы. Они опубликовали знаменитую статью «Miracle of Melatonin», «Чудо мелатонина», в котором американские ученые показали, что возрастное снижение выработки мелатонина является одним из сигналов, которые запускают в организме механизмы старения. И вроде бы в СМИ везде популяризируется молодость, то есть считается, что возраст 40, 45, 50 лет – это очень молодой возраст. Но биологически у нас уже запускаются процессы старения, и если у вас проблемы со сном, то старение протекает еще быстрее. И тогда вот американцы решили, что если
Синтезировать, не синтезировать ли нам и искусственный мелатонин и принимать его каждый день. Вот. Ну, своего не Вот как вы хватает, к да. этому относитесь? И делались такие работы, есть мелатонин как в спортивных добавках, да, то есть наш мелатонин, который мы используем в медицине, это 3 миллиграмма. Все, что Очень больше, много. да, вызывает галлюцинации. То есть ко мне приходили такие, 12 миллиграмм есть спортивный мелатонин, вот эти вот РЭМ сновидения яркие, сочные вызывают. Это из-за диметилтриптамина, да? Да. А получается, мелатонин по какому-то не тому пути гипердозы уходят и конвертируются в диметилтриптамин, а он вызывает или яркие сновидения, или галлюцинации. Или галлюцинации, да. И вот длительное наблюдение, это получается с 80-х годов прошлого года, они, в общем-то, не дают нам такой хорошей связи обратной, что длительное применение искусственного синтезированного мелатонина удлиняет нашу жизнь. То есть это не влияет на продолжительность жизни. Алия Маналиевна, есть такое мнение, да, я тоже по мелатонину, у меня у самой личная дилемма, потому что вот несколько фактов за и против, да, это молекула как бы молодости, да, она снижается ее выработка. И есть когорта врачей, которые, допустим, в основном это все инициируют онкологи, они говорят, что мелатонин как онкопревенция, это хорошая молекула, именно превенция, то есть ты даешь субфизиологические дозы мелатонина, и человек, то есть его иммунная система все время находится в балансе, так скажем. Но с другой стороны, я, например, при приеме мелатонина понимаю, что мы кальцинируем гипофиз, да, то есть он усыхает, а это шишковидная железа, это вообще железа Бога. Если посмотреть на духовный аспект, то это вот то и есть глинистое тело, про которое говорят в Коране, что я человек из глины Гиппократ слепил. называл его вместилищем души. Вместилище души, ребята, шишковидная железа — это no joke, с ней не шутим. Ее, и вот, допустим, там веды, санскрит, индусы, они шишковидную железу держат в этой вибрации свободной, божественной, без каких-либо субстанций. Не обязательно обезвесление шишковидной железы связано с приемом искусственного, синтезированного извне мелатонина. Да, она может и сама усыхать. Ну, как вилочковая железа. Да? То есть до определенного возраста, до 5 и до 7 лет она активна, она нужна для того, чтобы установился иммунитет, потом происходит ее возрастная инволюция. Примерно такое же происходит и с шишковидной железой. Что вы делаете, чтобы ваша шишковидная железа не усыхала? Ну, первое – это мероприятие по гигиене сна. Я вообще обращаю внимание на сон, и в этом действительно помогает вот этот инструмент дневник сна, то есть отслеживание. А вот я сама могу его вести? Что я сама из него пойму? А вы можете его вести. Ну, хорошо, если бы вам один раз дали обратную связь, там, допустим, через неделю или через 2 недели от начала заполнения дневника. Потому что для меня это не просто режим, а время, когда я там хочу уложить там пораньше или попозже пациента. Я смотрю, как работают те или иные отделы головного мозга и что с этим делать. То есть это опять-таки о препаратах, о субстанциях, которые мы употребляем. То есть есть, которые улучшают засыпание, есть, которые углубляют сон, то есть улучшают нон-РЭМ фазу. То есть это гаммкардические препараты, в основном все снотворные препараты, типичные гипнотики, улучшают, усиливают работу главного тормозного нейромедиатора, это гамма-аминомасляной кислоты. Вот если ее мало, тогда мы часто просыпаемся, и сон неглубокий. А функция нон-РЭМ сна, медленного сна, это восстановление мышц. То есть каждый наш шаг, мы с утра встаем, он сопровождается тем, что рвутся мышечные волокна, теряется энергия, щитовидная железа начинает расходовать свои гормоны, надпочечники начинают расходовать кортизол. Получается, каждый наш вздох, каждый наш шаг, каждое слово – это потеря энергии. Да, вам нужно осознавать, что, оказывается, 2/3 деятельности мозга, всего мозга, 2/3, это 70% уходит на движение. Да. Это огромные энергозатраты. И сейчас в связи с тем, что цифровизация, большое количество информации поступает в наш головной мозг,
который все равно устроен по-древнему, он не приспособлен перерабатывать такое большое количество информации, приводит к тому, что человек к вечеру приходит не физически уставшим, а психологически. Точно. Да. И потом очень сильно хочется спать, но человек ложится и не может заснуть. Потому что у головного мозга не осталось энергии для того, чтобы запустить процесс сна. А сон – это сложный процесс, на который тоже в организме должна остаться какая-то энергия. Точно. Это Да. получается, нужно всегда помнить, что оставить на десерт энергию надо, да? И поэтому, если вы с утра хотите просыпаться энергичным, пожалуйста, обратите внимание на время перед сном, до сна. Это время условно с 6 до 9 вечера. У нас по кодексу законов о труде и для фрилансеров, и для бизнесменов, и для работающих людей Институтом нейрофизиологии мозга установлено время, режим труда и режим отдыха. И Не для просто того, так. чтобы хорошо заснуть самостоятельно, без снотворных, без каких-то сложных мыслей, нужен период подготовки ко сну. То есть нужно намеренно притормаживать свое активное внимание. Вот давайте вот об этом поговорим. На самом деле, друзья, вот кажется, может быть, вам все там сложно, да, там какие-то термины, триптофан, там гамма-аминомасляная кислота, но сама природа человеку подсказала, да, вот как говорит тот же Фокин, он же про спектр света, подкаст у него очень интересный был, и мы каждый день мы вместе с Солнцем проходим все эти ритмы, то есть сначала оно будит нас, то есть медленно заходит вот этот желто-синий спектр света утром, потом он уходит в ультрафиолет в полдень, потом он все идет на спад в оранжевую красную фазу. И вот как будто закат сам, он же красный как бы сам по себе. И вот это зарево вам говорит: все, харе, хватит, давайте теперь у нас будет серотонин, да, прогестерон вырабатываться вечером. Все для подготовки, накапливания, да, как вы вот рассказали, к мелатонину. И Вот и смотрите сами, а мы делаем все против природы. Именно вот эти вот спектры улавливает один единственный орган у нас, это зрение, глаза. И как только на глаза начинает попадать меньше света, это является сигналом, который проводится из сетчатки в гипоталамус, о том, что начинается вечер, пора бы готовиться ко сну. И вот шишковидная железа по капелькам с часу дня пыхтит и набирает вот этот вот гормон сна потихонечку, там условно с утра его очень мало, то есть мелатонин уступает место кортизолу, гормону бодрствования, поэтому до обеда мы бодры. Потом после обеда где-то с 2 до 4 у нас такой закономерный спад бывает, то есть нам хочется поспать. И в некоторых странах вот этот послеобеденный отдых, сиеста, он законодательно закреплен. И я вообще очень всегда радуюсь, когда взрослый человек после обеда отдыхает. Вот расскажите Или про спит. это. Это вот эта практика нидры, это практика ученых, писателей. Чем она хороша? Это не обязательно должны быть специально организованные условия. Это может быть и рабочее место, это может быть вы за рулем машины. То есть если после обеда начинается упадок кортизола и нам хочется поспать, где бы вы ни находились, припаркуйтесь к обочине, блокируйте машину, оставляйте небольшую щелочку, откидывайтесь и лежите. Примерно 7 минут, у кого-то 15-20, и ваш головной мозг, он потом автоматически выбрасывает вас из этого сна, но вы просыпаетесь у вас со вторым дыханием. То есть у нервной системы появляется энергия, чтобы тянуть вторую половину дня без перевозбуждения. Круто. И тогда такая вот спокойная нервная система, которая в течение дня мы давали периоды напряжения, периоды отдыха, приходит к вечеру спокойной, и есть большая вероятность заснуть самостоятельно в то время, которое у вас закодировано вот этим белком ПЭР. То есть у жаворонков они засыпают до 9 вечера, и это тоже несчастные люди, потому что в больших городах иногда жизнь начинается в 10 вечера, там в 11, люди где-то встречаются, кто проводит время. Они засыпают до 9, просыпаются в 3-4 часа утра. Тоже как бы официальные организации еще не работают, но они чем-то занимаются.
Знаете, Алия Маналиевна, я слушала очень интересный подкаст профессора Стэнфорда, нейробиолога Хюбермана, и он говорит, Министерство обороны США заказали исследование в Стэнфорде, вызвали всех нейробиологов и сказали: слушайте, вы самые светлые умы этого мира, мы тратим на оборону, вы понимаете, сколько Америка тратит на оборону, это триллионы долларов, и наш спецназ летает на, там, вылеты у них есть 48-часовые, представляете, то есть им нужно долететь там до Ирака, до Сирии, например, еще куда-то, и это пилоты сверхточных машин, да, которые стоят по $200 миллионов, это вот эти вот Black Hawk, Blackbird и так далее, и вот они говорят: сделайте что-нибудь, чтобы они были сфокусированными, чтобы они были всегда, как говорится, во внимании, чтобы не теряли вот это и не засыпали. И, значит, Стэнфорд ушел. Полгода они, по-моему, там осваивали бюджет, ну ладно, это другая история. Все перемолотили, историю человечества, нейробиологии, и вернулись и сказали Министерству обороны: вашим пилотам мы советуем вот это вот одно чудесное средство – йога-нидра. Это древнейшая практика, это вот поспать, это вот этот вот быстрый короткий сон в течение 15 минут, представляете? Да, очень много разновидностей есть в Ютубе, в свободном доступе. Я пробовала, можно подобрать именно тот голос, который вам нравится. Занимает примерно это 30-40 минут. То есть для того, чтобы так качественно расслабиться, нужно специальные условия и время. Чем лучше расслаблено тело, тем легче засыпать. Также, если пациенты с бессонницей занимаются с психологами, у психологов есть методики, например, прогрессирующая мышечная релаксация по Джейкобсону. Или вот это EMDR, да? Да. EMDR – это через работу, через движение глаз. Да. А мышечная релаксация по Джейкобсону, это так сложно называется, но на самом деле это очень легко. То есть мы поэтапно сжимаем и разжимаем отдельные мышцы. То есть кисти несколько раз сильно сжимаем, разжимаем. Предплечья напрягаем, расслабляем. Плечи, потом мышцы плечевого пояса, лопатки напрягаются, шея напрягается, расслабляется, лицо, мышцы туловища, бедра, голени и стопы. Таким образом происходит такое естественное мягкое расслабление тела, и это происходит гораздо быстрее, чем йога-нидра. То есть это занимает 3-4 минуты. Качественное расслабление тела. Надо Стэнфорду написать. Да. На самом деле, для того, чтобы наполниться энергией, никакой хитрости нет. Нужно всего лишь 15-20 минут просто полежать в тишине. Можно с маской, можно с берушами, не беря телефон в руки, просто полежать. Современному человеку 15 минут просто полежать, ничего не делая, очень сложно. Роскошь. Но вот эти, да, это роскошь. Но вот эти 15 минут, они наполнят вас энергией очень качественно. Некоторые боятся, что эти 15 минут обкрадут их сон. Они говорят: вот я днем посплю, потом ночью не могу. Там фишечка в том, что не надо 2 часа спать, да? Или в чем фишка? Да, послеобеденный сон – это не больше 20, максимум 30 минут. Ну, если вы не выспались в предыдущую ночь, я вижу это по дневнику сна. Вообще дневник сна – это универсальная вещь, такая уникальная. Мы также можем посмотреть, могу ли я дать эту рекомендацию человеку именно спать после обеда, потому что я могу дать рекомендацию просто отдохнуть, не засыпая. Иногда в этом помогает кофе. Давайте про кофе поговорим. Моя любимейшая тема. Да. Про молекулу аденозин. Да? Это Да. вот мой любимый невролог Александр Клеменов говорит: вот смотрите, у вас утром вы просыпаетесь, у вас есть аденозин и 3 фосфата. Да? Аденозин, 3 фосфата — это и есть молекула энергии. АТФ называется. Да? И вот он говорит: вот вы встали, у вас одна фосфатная группа оторвалась. Потом вы поговорили, у вас вторая оторвалась. К вечеру вы еще что-то поделали, все, и у вас нету АТФ, у вас есть только А. Аденозин накапливается, и все, и ты уходишь потом ко сну, чтобы накопить эти фосфатные группы, прилепились. Это правильный механизм? То есть как дальше он... И вот кофе, когда ты пьешь кофе, он заменяет эти фосфатные группы, и к аденозину прикрепляется, и получается у тебя есть мнимое ложное ощущение, что у тебя есть энергия.
Кофе божественный напиток. То есть Да, я мне всегда говорю, нравится. все, что придумано в мире и существует, оно существует практически параллельно с человечеством. И если это работает, то это закрепляется и остается. То есть кофейный напиток, он с человечеством прошел очень большой путь. Вот. Конечно, ко всему сейчас двоякое отношение в Да. интернете можно услышать и так, и так. Но я, в принципе, в целом за кофеин, если он по показаниям, если он бодрит, гипотоником прекрасно идет. Его можно употреблять с утра и опять-таки по дневнику сна отслеживать, как он на вас влияет. Потому что есть часть пациентов с бессонницей, у которых маленькая чашечка кофе, принятая с утра, может заблокировать орексиновые рецепторы, а они к вечеру должны давать нам ощущение усталости. И вот с этой бодростью человек ходит целый день, и потом к вечеру не может расслабить тело, не может расслабить мозг, отпустить мысли, то есть нет ощущение, что слипаются глаза, как бы появляется такая приятная истома в теле, как бы надо спать. И можно дополнительно сделать анализы на генетическую усвояемость, переносимость кофе, если там ферментов нет, но я читала, что по статистике там у подавляющего большинства нет фермента, который может переработать Да, кофе, да. да, это правда. То мы кофеин содержащие напитки можем временно или полностью убрать из жизни. А теперь относительно кофе во второй половине дня. Мгм. И здесь вот есть такое мнение, что кофе имеет две фазы работы. То есть первая фаза, первые 15 минут оно расслабляет, через 15 минут оно начинает бодрить. Мгм. Мгм. То есть пока вот эти молекулы все встраиваются. И очень хорошо употребить кофе именно в момент физиологического спада кортизола, вот после обеда. Это с 2 до 4 до 5. То Мгм. есть вы принимаете кофе, первая фаза кофе вас расслабит, вы отдохнете, и Мгм. через 15 минут она заставит вас проснуться. То есть вы не против, да? Я тоже, и, друзья, вот меня тоже все и в личку, и везде, и даже на улице спрашивают, как вы относитесь к кофе? И вот у доктора Хьюбермана тоже был подкаст про кофе, очень интересный, и он сказал, что изначально, оказывается, кофе – это единственный и правильный выбор, если вам срочно нужно собраться, ацетилхолин, потому что он напрямую стимулирует гормон, у нас есть ацетилхолин, это фокус, чтобы я каким-то образом сейчас вижу, что меня снимает камера, и там дверь, если землетрясение, бежать туда, но я при этом могу, видите, разговаривать и держать линию разговора. Это ацетилхолин. И вот он как раз там рассказывает про, что кофе нашли, оказывается, пчелы изначально. То есть они опыляют, летают, устают, и вот они нашли кофе как именно стимулятор бодрости. И он говорит о том, что действительно кофе без молока желательно. И не натощак. И не натощак, это очень важно, да. Потому что это идеальная горечь для печени, кстати. Это прекрасное желчегонное средство, пожалуйста, с утра. Да. Особенно у тех, кто мучается с кишечником, с медленной перистальтикой. Да, вообще кофе прекрасный напиток. Но вот он в своем подкасте прям жирным подчеркнул, что кофе нельзя тем, кто не высыпается. Ну, то есть если вы не высыпаетесь, то вам нельзя кофе. Нужно сначала наладить сон, а потом пить кофе. Как вы к этому высказыванию относитесь? Если у человека с бессонницей падает давление и снижается, урежается пульс, то ему кофе можно. Для поднятия давления, да, то есть это... Для поднятия давления, для тонуса, потому что когда кровь поживее забегала, то и мы как легче гинка, просыпаемся. Да, как гинка белоба работает, да. Да. Если у человека есть склонность к тахикардии, если есть избыточный вес, одышка, там уже нужно смотреть индивидуально. В общем, кофе тоже индивидуальный напиток, как оказалось, да? Да. Но мы, в общем, за кофе, только сделать это терапевтичным напитком, да? Да. Не просто. Отлично. А вот знаете, Алия Манлиевна, вопрос. В итоге, как вы сами поддерживаете свою гигиену сна, свои лайфхаки? У женщин же после 40 все равно, вот, допустим, наша любимая Сара Готфрид, это профессор Гарварда, гинеколог, антиэйдж-эксперт, она говорит, что все бессонницы женщин там 40+, они связаны с прогестероном, недостаточностью прогестерона.
И не только. Гинекологами были сделаны замечательные исследования, Мгм. но их, конечно, делают в научно-исследовательских институтах, когда берется ликвор на содержание мелатонина. Потому Мгм. что мелатонин, взятый из вены, мы не можем использовать, потому что часть мелатонина вырабатывается в головном мозге, а часть в кишечнике. То есть Мгм. мы получаем какой-то общий мелатонин, и мы не можем, ориентируясь на его концентрацию, подобрать какой-то снотворный препарат, Мгм. дозу ту же самую. И у женщин в климаксе бывает же разная степень тяжести климакса. Бывает Да. очень тяжелый климакс, когда у женщин 30-40 приступов вот этого жара, приливов за день. И еще эти приливы повторяются ночью. И у них было доказано, что в спинномозговой жидкости очень мало мелатонина. И когда вдобавок гормон заместительной терапии, мы начинаем давать мелатонин, препараты или агонисты мелатониновых рецепторов, это есть антидепрессант, да, молекула агомелатин, плюс мелатонин, искусственно синтезированный, то у них течение климакса улучшается. То есть Мгм. им становится легче. То есть не прогестерон, то есть мелатонин вырабатывается из прогестерона, и прогестерон, если дают, тоже можно улучшить. Можно сдействовать одной этой молекулы и той. Это выбор врача, да? Да. Просто не у всех врачей поликлинических есть время, иногда даже желание спросить, а как вы спите? Вообще при любом заболевании, будь то простуда, будь то дегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера. Часто ко мне приходят пациенты с бессонницей, я у них на приеме выявляю болезнь Альцгеймера, деменции разные типа. Если человек инсульт, гипертонические кризы, сахарный диабет, если при этом человек хорошо спит, то течение заболевания лучше контролируется. То Мгм. есть нет кризов гипертонических. В общем, женщинам в постменопаузу нужно особенно смотреть за этим. Да, и вообще по эпидемиологическим данным мы должны спать от 7,5 до 9 часов. То есть считается, что ты спишь, если меньше 7,5 часов, у тебя будут проблемы со здоровьем. Если больше 9 часов, тоже будут проблемы со здоровьем. Вот. Ну, так по статистике тоже получается, для того, чтобы было хорошее здоровье, это коррелирует с 6 часами ночного сна у мужчин и с 7 часами у женщин. А почему Минимум. женщинам больше надо спать? Ну, вот так вот природно устроен. Так просто Более корреляция, сложные да. биохимические процессы, Возможно. да, женщины. Больше нужно, да, на восстановление. И вот фаза медленного сна, она очень интересная. Везде написано, что она нужна для того, чтобы восстановить энергию. То есть, чтобы ты с утра был такой энергичный, просто руки, ноги, тело было свежим. Но были очень интересные исследования. Оказывается, в эту фазу буквально головной мозг себя выжимает и полоскает. Да, То есть, глимфатическая да, система. через глимфатическую систему выходят вот эти вот различные продукты жизнедеятельности, которые накопились за 16 часов. Вот. Поэтому для того, чтобы быть умственно успешным, креативным, нужно давать себе время на сон тоже. То есть современный человек хочет обкрадывать у себя за счет сна. Блин, лучше сон не обкрадывать. Лучше да. сон не обкрадывать. А фаза РЭМ сна, то есть с быстрыми движениями глаз, считается, везде она написана в доступной литературе, что это фаза наш природный психолог. То есть мы на кого-то обиделись в течение дня, нас кто-то обидел, какая-то эмоциональная ситуация, и она перерабатывается в эту фазу. И вот бывают люди, которые прям перед сном смотрят, скроллят ленту Инстаграма, в ТикТоке сейчас сидит молодежь. И вот у них частые ночные пробуждения. То есть засыпают хорошо, но просыпаются в 4-5 утра с кошмарными сновидениями. То есть головной мозг не справляется, он не успевает переработать эту всю информацию. Это только говорит о перегрузе, да? Да, то есть REM-фаза сна, она в том числе нужна для консолидации памяти. То есть если бы этой фазы сна не существовало, человек не был бы мудрым. Потому что мы каждый день получаем какую-то информацию, эта информация закрепляется там через гиппокамп, через лобную кору, такой сложный механизм. И вот эта фаза, есть такие трекеры, придуманы. Люди пытались просыпаться для того, чтобы быть бодрым именно в REM-фазу сна. Мы, в общем-то, физиологически только через REM-фазу сна и можем проснуться.
Ну, мы можем проснуться и через нон-рэм фазу, но тогда мы будем Через разбиты. будильник. Через будильник. А через рэм-фазу сна мы просыпаемся более бодро. Ну и последние там несколько секунд помним сон, который нам снился. Вот, Алия Иманалиевна, друзья, я хочу задеть, может быть, я словлю даже хейт, но скажу, я против будильников. Вот изучая всю эту тему, я пришла к выводу, что мне не нужен будильник. Это очень насильственное пробуждение. Это очень насильственное пробуждение, особенно если это хронотип сова. Да и, в общем-то, для всех остальных хронотипов даже проводились специальные исследования, когда ставили более приятный звук будильника и менее приятный звук будильника. Но вообще считается, что у нас пробуждение должно быть естественным, физиологичным. Оно Через свет. через свет, да, совершенно верно. И есть такие специальные лампы, филипсовские лампы, да, Да, которые потихонечку, желто-синий да, спектр увеличивают, да, свет, и человек мягко просыпается. С 6 до 8 утра считается физиологичное пробуждение. Но у сов пробуждение может быть чуть попозже. То есть считается это тоже самый несчастный хронотип, которые не видят белого света, не видят людей. То есть у них активность вечером начинается после 7 вечера. То есть они творят что-то, музыку пишут, там, сочиняют стихи, там, занимаются какой-то Их посещает муза именно в это время, Да. да. Когда мне задали этот вопрос, я выпала из жизни на 3 дня, и когда вернулась, я поняла, как работает мой мозг. И это был очень простой вопрос, который звучит так. Ты в течение дня на события, людей и все, что происходит, реагируешь или наблюдаешь в спокойствии? Кажется, что это больше психологический вопрос, но этот вопрос напрямую связан с биологией мозга. Дело в том, что вот эта штука, неокортекс и корковые процессы, кора головного мозга, ей всего 3 миллиона лет, не более 3 миллионов лет. И наш древний мозг, лимбическая система, которая отвечает за выживание, ей 250 миллионов лет. Можете себе сравнить 250 миллионов лет и 3 миллиона лет. Вот эта штука, она совершенно новенькая. И она как раз-таки, кора, не справляется сейчас с тем уровнем стресса, потока информации, задач и внешних стимуляторов. И, соответственно, все больше начинает, как мы говорим, пробивать лимбическая система, которая отвечает за 3 функции: бей, беги, замри. И если ты всегда на все реагируешь, и тебя все бесят, подрезают, все триггерят, ты тревожишься, беспокоишься, то, скорее всего, ваша кора, корковые процессы не согласованы, и они нуждаются в том, чтобы их подтянуть, как мы говорим. Поэтому мы работаем с группой московских нейрофизиологов, которые соединяют психологические и физические процессы для того, чтобы дать нашему мозгу расцвести во всей своей красе, новому мозгу, чтобы у вас работал аналитический центр, обработка информации, спокойствие, креативность, творчество, когда вы можете на одну задачу видеть 5 решений, не одно, непривычное, когда у вас появляются новые сценарии жизни, когда вы можете принять правильное решение, а не решение в стрессе. И это очень красиво, когда мы видим, как у наших уже прошедших терапию пациентов открываются новые возможности, и они начинают совершенно по-новому смотреть на жизнь. А она прекрасна, когда вы работаете из коры головного мозга, а не из выживания. И на эти процессы никак не влияют ни деньги, ни то, где вы живете, как вы живете. Вы в ипотеке или в собственном доме, в аренде или собираетесь только покупать жилье. Внешние процессы не могут влиять на внутренние реакции. Все наоборот. Это внутреннее состояние, когда у коры большие возможности, потенциалы, тогда все видится совершенно легким и простым. Вас выселяют из арендованной квартиры? Окей, у меня есть разные решения. Вас подрезают на улице, вы говорите, так бывает. Вас ничего не триггерит. И это, мне кажется, самый лучший эффект этой терапии. Следующий приезд нейрофизиологов намечается в июне. Я советую вам пройти как минимум нейродиагностику и понять, где находится ваш мозг, какие процессы преобладают. И все это гармонизировать вместе с группой ученых.
записывайтесь в ссылке под этим видео. Да. А вот интересно, конечно, мы можем еще дальше углубиться в тему серотонина, настроения. Мне кажется, это для отдельного подкаста, но сегодня хочется еще все-таки затронуть связанные конкретно с сном проблемы. Это храп. У вас, я знаю, есть пациенты с храпом, потому что, ребята, храп — это не норма, храп — это опасно, это не хихи-ха-ха, это до 500 остановок сердца за ночь. Вот что с храпом делать? Кого вы видите? Что... Да, у меня в Казахстане, наверное, самый большой опыт, стаж работы именно ведения пациентов с храпом. Вроде как бы храп у нас не считается заболеванием или таким серьезным состоянием, но у меня есть пациенты, которые храпят и не лечат храп, и они бесконечно женятся и разводятся. То есть какая взаимосвязь? У меня есть пациент, который уже второй раз развелся, потому что его очередная жена не выдерживает его храп, серьезно? Отправляет его лечиться, а он лечиться не хочет по поводу храпа. У меня есть пациенты, которые 7-8 раз в течение последних 5 лет совершают дорожно-транспортные происшествия. И эти люди ездят на дороге и представляют угрозу для себя и для общества. Есть люди, которые на фоне храпа получают инсульты, инфаркты миокарда. И это тоже проблема. В медицине храп считается проблемой. Первое – это как эстетическая проблема, то есть звук храпа, если его мерить специальным прибором, замерять, в децибелах может достигать 120, 150, 200 децибел. Это сравнимо со звуком пролетающего реактивного самолета. То есть это самый максимальный неприятный шум, который может быть в природе. Получается, звук – это колебание волн в воздухе. Он ударяет об барабанную перепонку рядом находящихся людей, которые тоже находятся в фазах сна. И вот этот вот звук, он заставляет окружающих проснуться. Это сигнал тревоги. Лимбика начинает. Лимбика, да. Особенно у женщин, естественно, более чуткий сон, у детей может быть. То есть ухудшается качество сна окружающих людей. Вот. Но если... Вы, как в анекдоте, трафик опасен для общества. Вы опасны для общества. А если на шумящих после 11 соседей мы можем подать в милицию заявление, то на папу или там иногда бывает и мама храпит, мы подать не можем, отправляют их к сомнологу. И вторая проблема – это когда храп, и плюс есть остановки дыхания. И это очень страшно, и когда я в ночь выходила на дежурство, человек лежит, он, значит, хыр-хыр-хыр-хыр, и такая пауза. Я всегда жду. Умер, не умер. Да, все думают, вот как будто ты умер. И эти паузы могут продолжаться от 10 секунд и больше. В моей практике это 30 секунд, 60, 90 секунд. Это одна из 300, 400, 500 бесперерывных остановок дыхания за ночь. Понятно, что это в этот момент резко снижается кислород, начинается гипоксия, кислородное голодание, поднимается резко давление артериальное, и под утро может случиться криз гипертонический. Но, как правило, первыми симптомами является повышенный уровень дневной сонливости. То есть днем, сколько бы они часов ни находились в постели в предыдущую ночь, они все время спят. Но мои пациенты вот так вот сидят и здесь же при мне и засыпают. Есть такие люди, кстати, и они говорят, я так классно, у меня такая хорошая нервная система, хорошая ли? Да, они говорят, мы засыпаем моментально. И что это? Да, среднее время засыпания у здорового человека без апноэ, без гипоксии 7 минут. А они засыпают, если им датчики одеть, за 3 минуты, если не быстрее. То есть вот они где сидят, это тоже там проблема. Засыпают. Это проблема, они могут проехать остановку, они могут ДТП сделать, они могут где-то упасть, их могут обворовать и так далее. Не засыпайте, а то вас обворуют. Слушайте, и как вы лечите апноэ? Оно лечится? Да. Здесь вот получается, когда говорят, что я первый сомнолог в Казахстане, это не для бахвальства, в 2006 году, когда я начинала работать
сомнологом у нас в Казахстане не было ни диагностического, ни лечебного оборудования. И вот эти, собственно, мои 19 лет ушли на то, чтобы пригласить в Казахстан 2-3 большие крупные международные компании, это производители мировые специального лечебного оборудования для лечения храпа с остановками дыхания. Это СИПАП-терапия, это то, что я в Казахстане внедрила. Вот. То есть если у человека апноэ тяжелой степени, и оно не сильно связано с заболеваниями лор-органов, то есть там нет выраженного искривления перегородки или больших разросшихся миндалин, которые можно прооперировать и убрать аденоиды, то они вынуждены спать со специальным дыхательным аппаратом. Иногда они проскальзывают в комедийных фильмах, то есть главный герой приходит, одевает маску со шлангом, включает кнопочку и ложится спать вместе с женой. Иногда муж с женой так спят. Алия Маналиевна, я должна передать обязательно привет Зарине Байболовой, которая 2 года назад сделала пародию на меня, где я просила людей заклеивать рот. И сейчас вот эти вот все американские блогеры начали через 2 года все заклеивать рот, и сейчас маустейпы просто в Амазоне летят в продаже. И более того, появились вот такие штучки, расширяющие нос. Вы видели, да, нос? Да. Как вы к ним относитесь? Я их назначаю, если после ночного обследования сна, я обязательно делаю ночное обследование сна, я вижу, что у пациента храп, связанный с проблемами перегородки, носа и перегородки. То есть, и вообще они пришли из спортивной медицины. То есть футболисты перед матчем расширяют себе ноздри для того, чтобы открыть вот дыхательную систему, легче, чтобы дышалось. Вот. И эти же, как тейпы, получается, расширители, они используются ночью, если какой-то ринит, например, аллергический, там, сухой гипертрофический ринит. Круто. Ребята, пользуйтесь. Все, о чем мы сегодня говорим, будет популярно через 2 года. Вангуем вам. Поговорить я хочу о чем. Сейчас вы все больше и больше будете видеть лампы красного света. Представляете, вот на самом деле мы сейчас вам дадим. Я свой лайфхак дам, хотя я не лучший специалист по сну, конечно, но я просто очень много читаю, поделюсь. И Алия Маналиевна даст свои лайфхаки. Чтобы, если вы не хотите применять ни один препарат, ну хотя бы магний оставьте себе, вечером можете делать 2 вещи. Спать в холодной комнате и перед этим делать красную лампу вечером, потому что ближний инфракрасный свет, он заряжает ваши митохондрии, и опять-таки обращается к нормализации циркадного ритма каждой клетки. И этого уже достаточно. Да, для того, чтобы заснуть, наш мозг должен подчиняться работе вот циркадных ритмах. То есть сам сон, бодрствование, цикл считается слабым циркадным ритмом, природным. Более сильный циркадный ритм – это суточная выработка мелатонина. То есть сон подчиняется этому процессу, а она зависит от того, сколько света и какой свет поступает на сетчатку в течение дня. То есть для того, чтобы хорошо спать с утра, там, где вы проснулись, до 12, до часу дня обеспечьте себе очень яркое освещение. Круто, да. Классно. Особенно в осенне-зимний период, пожалуйста, есть лампы естественного света, можно ими пользоваться. С часу дня до 6 часов вечера, там, где вы находитесь, свет должен быть полуприглушенный. То есть жалюзи прикрываете, там шторы. Если вы в солнечный зимний день выезжаете куда-то на улицу, одевайте солнцезащитные очки плотные, которые вы берете на море, например. И после 7 часов вечера света должно быть еще меньше. И он должен быть не синим, а теплого спектра. Теплого света до спектра. Можно красные лампы использовать, и можно еще очки, блокировщики холодного света. Вот айтишники, ребята пользуются такими. Слушайте, да, я их носила, вот эти True Dark. Я вам подарю этого Дэйва Аспри. Спасибо. Полчаса их носишь, и все тебя уже ведет. Да, я вот участвовала в вашем марафоне, который вот сейчас идет. Там спрашивали участники, есть ли у меня такие очки. Действительно, они у меня тоже есть. Они блокируют у меня 80% холодного света, но мне этого достаточно. То есть я их одеваю часов в 7, и через полчаса, минут через 40 очень сильно уже хочу спать. Да, они очень быстро. Особенно вот эти, которые вот здесь вот блокируют боковой свет полностью, которые, а вы не сможете вообще ходить в них. Вы уже через полчаса будете хотеть спать. Да. И второй сильный циркадный ритм, благодаря которому мы засыпаем, это наша терморегуляция. И действительно,
для того, чтобы заснуть, нужно, чтобы организм начал охлаждать тело. Но он это делает через стопы и через кисти. Иногда мы помогаем проветриванием комнаты, иногда кому-то я рекомендую теплый душ, не холодный, заметьте, не контрастный, который бодрит. Дофамин это будет. Теплый душ, может даже чуть ближе к горячему. И здесь есть маленький лайфхак. То есть, когда вы выходите из душа, постойте 1-2 минуты без халата в ванной комнате. То есть мне нужно, чтобы ваше тело чуть-чуть охладилось. И тогда головному мозгу легче запрыгнуть и выполнять первый цикл сна. Да, потому что, оказывается, температура тела падает на 1 градус, когда ты заходишь в сон. И для этого, вот видите, какой лайфхак классный. И, кстати, сразу хочется сказать для людей, которые делают ice plunging или вот, допустим, ледяные ванны с утра, да, то есть они, конечно, очень круто поддерживают дофамин в течение дня, но там ключевая фишка в том, что многие, вот, допустим, в ледяную ванну заходят, и потом выходят и встают под теплый душ или в баню заходят. Вот этого делать нельзя, потому что вы нарушаете естественную терморегуляцию. Вы вышли с ледяной ванны, вам нужно постоять. То же самое из теплого, тоже постоять, не согреваться сразу, а то вы блокируете этот процесс и в ту, и в другую сторону. Да. И для того, чтобы хорошо заснуть, еще нужно правильно провести утро. И вот у меня был один из рилсов, который залетел в Инстаграме, это что нужно завтракать с утра, и такой большой хейт я получила. Хейт — это тоже реклама. На самом деле наш первый прием пищи, он влияет на то, как мы заснем вечером. Если мы не позавтракали, в организм не поступают аминокислоты, белки, витамины, и для организма это сигнал для стресса. Стресс, адаптационный стресс. И на него потихоньку организм будет выбрасывать в больших дозировках гормоны голода и волчьего аппетита. Это лептин и грелин. К вечеру они разгоняются, начинается повышение аппетита в вечернее время, человек переедает калорийную еду и опять не может заснуть. Да, их же называют, Гострой называют их всадники апокалипсиса, это кортизол, инсулин и лептин. Они втроем скачут и вам всю снесут гормональную систему, потому что будут обкрадывать ваши стероидные гормоны, будут обкрадывать ваш серотонин и так далее. То есть там лучше не шутить. И, кстати, гарвардские исследования показали, что женщинам категорически запрещено не завтракать утром, потому что пики кортизола мужчины могут растащить, а женщины не могут. И поэтому лучше завтракать для того, чтобы снижать кортизол, пиковый утренний. Да, вот какая хорошая рекомендация. Да, 90 минут, в течение 90 минут, не позже, чем через 90 минут вы должны позавтракать. Также надо помнить о том, что сон – это вегетативная функция. То есть вегетацию – это значит жизнь. То есть это жизненно важная, витальная функция. Мы без нее обходиться не можем никак. А как сомнолог я скажу, что ко сну привязано около 400 различных биохимических процессов. И для меня важна не только продолжительность сна, но и то, во сколько вы легли спать. Это опять-таки жаворонок, сова и голубь. Самый простой тест, который вы можете сделать, есть в интернете, тест Хорста Остберга. Его можно сделать самостоятельно, там 19 вопросов, определить, какой вы хронотип. О, давайте. Да. Хорст. Мы его можем прикрепить. Давайте прикрепим его к подкасту, да, пожалуйста. Да, к подкасту, для того, чтобы наши слушатели смогли его самостоятельно пройти. И стараться засыпать до 11 часов вечера. То есть это входит в понятие гигиены сна. То есть самый поздний хронотип – это сова. Но городские жители думают, если я сова, то я вот как вот эта, значит, птица ночная, значит, лесное животное, я могу в полночь лечь спать, и в час, и в 2, и в 3. А для нас в медицине это диагноз, называется нарушение гигиены сна в медицине. Не бессонница, а нарушение гигиены сна. То есть никто человеку не мешает лечь вовремя. Ну, что-то он отвлекает. Ну, там, как у психологов, синдром отложенной жизни. То есть ты вздохнул вечером, появляется время для себя, и как бы человек перемахивает это окошко в сон и потом не может заснуть.
А давайте дадим от души рекомендацию людям, которые по воле судьбы или по выбору профессии на ночных сменах. И меня, например, очень много, оказывается, смотрят стюардессы Air Астаны, там авиакомпания, они меня в самолете встречают и говорят: Асель, что нам делать? Вот у нас, смотрите, какой свет, смотрите, мы ходим в лодочках, у нас ноги вот такие, 8 часов в полете, кстати. Мистеру Фостеру, пожалуйста, дайте своим сотрудникам вот такие барефуты. Обувь должна быть в самолете удобная, а не там туфельки. И вот они говорят, что нам делать, мы не спим сутками, да, то есть ночью не спим. Да, это такие случаи вторичной бессонницы, называется адаптационная бессонница, или стюардесс это синдром джетлаг, у них это хронический синдром джетлаг. Сейчас мир открылся нам, современный мир, то есть мы можем сейчас купить билет прямо сегодня же и сегодня же оказаться на другом конце земного шара. А там другой часовой пояс, там +3, -3, +5, +11, допустим, -11, Часов, да. как в Америке, например. И для организма это, оказывается, стресс. То есть если взять тоже анкету, шкала жизненных событий, Холмса и Рея, частые перелеты – это адаптационный стресс. Для того, чтобы организм полностью биохимически, физически, физиологически перестроился на другой часовой пояс, нужно 35 дней. То есть мы сейчас в Алмате, прилетели условно в Египет, путевка 10 дней, там еще инсоляция, ультрафиолет. Еще стресс. Это другая вода. Эпидокружение, другие бактерии. бактерии. Да, ты в самолете летишь. Там организм не успел адаптироваться, ты возвращаешься назад, еще 35 дней у тебя идет адаптация. Поэтому до поры до времени этой работой можно работать, а потом у них тоже есть по кодексу законов о труде есть такой период, когда они могут уйти с этой работы. Потому что самые тяжелые нарушения сна, имеется в виду, что я их лечу дольше всех, и это иногда требует применения препаратов центрального действия, рецепторных, у которых есть потенциальная возможность вызвать зависимость, привыкание. Это именно у людей, которые по долгу службы много лет работали в ночную смену. В медицине это у нас акушер-гинекологи, стюардессы, это пожарная служба, это скорая помощь, да, то есть ночные медсестры. И у женщин, например, которые работают ночной работой, доказано, в течение 5 лет увеличивается риск рака молочной железы. В разы. Это да, к вопросу о мелатонине и работе онкологов. Действительно, это так и есть. Так и есть, друзья, но мы не для того, чтобы вас напугать, конечно же, здесь работает ваша осознанность. Из таких небольших лайфхаков я, конечно, бы, допустим, советовала вот такие препараты, как Дельтасон. Он как раз-таки, этот крем, то есть вы можете его в любых аптеках найти на сайте, они есть и у нас в Метабаде, и в САУ аптеке, но этот крем Дельтасон, он относительно недорогой, и вот людям даже в бодрствовании ночном, оказывается, нужно мазать на затылочную часть, на затылок 3 помпы, и вы будете, этот пептид будет хорошо работать на стимуляцию дельта-фазы, даже если вы просто находитесь в каком-то таком режиме. Вы намазали его и побудьте просто, даже если вы в самолете летите, найдите время, или в работе, и минут 20 просто посидеть просто с закрытыми глазами, вы хотя бы так словите и будете с этим работать. И понятно, таким людям, конечно, нужны мощные антиоксиданты. Я бы селен обязательно добавляла для того, чтобы организм лучше работал. И вот эти вот все практики медитативные, потому что это единственный способ медитации, который увеличивает кору, и активизирует вагус. Активизирует вагус. Царство вагуса – это сон, это царство вагуса. Я бы на месте стюардесс или кого-то иногда включала бы наушники и вот слушала такие медитации, их много, для того, чтобы как-то себе возмещать. Да, а вообще самонаблюдение, оно очень помогает выправить сон, потому что современный человек очень сильно отдалился от природы. Я вообще считаю, что большинство случаев бессонницы, они не требуют назначения снотворных препаратов. Но человек приходит ко мне на прием и говорит: я хочу без лекарства. Потом я говорю: да, можно это, но на это уйдет 2, 3, 4 недели.
ой, нет, назначьте мне какую-то таблетку. Ну, у меня специфические пациенты, они уже вымучились 3, 4, 6 месяцев как бы без сна, и им, конечно, хочется выспаться и Быстро. набраться до сил быстро. И как бы есть такая стратегия, коротким курсом я назначаю препараты, но здесь есть одна хитрость. То есть снотворный препарат назначается каждый день пить строго в определенное время. Без разницы. И иногда снотворным эффектом хорошим может обладать магний. Я назначаю магний. Иногда мелатонин. Иногда антигистаминные препараты. То есть не обязательно снотворный Отек психотроп. мозга снять, да? Да, да, прекрасно работает. Иногда работает стратегия, что готовая молекула мелатонина не усваивается, но если я даю предшественник, L-триптофан, то есть я даю строительные кирпичики, из которых организм сам собирает мелатонин, то эта стратегия работает лучше, чем готовая молекула мелатонина. Или L-тианин. Например, вот я сейчас читаю исследование, что L-тианин очень... На детках прям он хорошо работает, Очень потому хорошо что работает, тоже да. на фазы сна. L-тианин берите ребенку и прям будете кайфовать. Ну и питание мозга, естественно, нужны жиры. Я бы обязательно, особенно детям, которые не могут зайти, сейчас наши неврологи, допустим, назначают все виды лецитина, фосфатидилсерин, это маленькая молекула, Да. фосфатидилхолины. Напитайте жиром мозг, и он уже еще лучше пойдет в свою биохимию. И мамам деток я очень советую убирать все лампы из детской. Дети должны научиться с рождения спать в темной комнате, потому что есть уже исследования на PubMed, что, оказывается, дети, у которых всю ночь включена лампа, они в 30 лет потом впоследствии вырабатывают меньше мелатонина, чем дети, которые спят в полной темноте. Представляете? Да. Все привычки с детства. Да, Да, в том числе, я всегда говорю, хороший сон ребенка начинается задолго до рождения ребенка, с правильных представлений папы и мамы о сне. Из То есть- правильной надпочечниковой усталости мамы и папы, да? Да. И митохондрий. Да. То Всё есть если влияет. папа и мама отдают приоритет периоду отдыха, то есть они замедляются после 6 вечера, проводят время друг с другом, уже перестают решать какие-то глобальные задачи, Обнимаются. обнимаются вечером, да, разговаривают друг с другом, потому что нас же и речь успокаивает тоже. Нас речь очень... Это же окситоцин же вырабатывается, конечно, когда да. мы ведем приятные беседы, Да. как вот сейчас с вами, Алия Ивановна, я так счастлива, что мы встретились. Спасибо, взаимно. Да. Вообще хочется, я заметила, что нас смотрят очень многие сегодня, я вам очень благодарна, делают свои выводы, и оказывается, нас смотрят люди, которые также работают в госструктурах и там, которым неравнодушно будущее нашей страны. Вот в некоторых государствах, например, в Бутане, в Дубае сейчас есть Министерство счастья. И я бы, например, министру здравоохранения посоветовала вот как раз такого человека, который как консультант может усыпить всю нацию, условно, да, гигиену сна, и меньше будет, это и есть превентивная медицина, это не значит БАДы продавать, друзья, это значит выстроить здоровье нации таким образом, чтобы меньше впоследствии было, да, это качество воздуха, качество воды, качество сна. Если мы в это будем сегодня инвестировать, через 10 лет мы будем видеть меньше заболеваний, меньше, и мы можем, как Япония и как другие страны центрианцев, где живут по 100 лет, войти, у нас есть весь потенциал. Казахи, исторически мы живем классно на земле, за кадром сегодня остается еще биофизика сна, потому что это мы для следующего раза оставим, потому что есть такое понятие, как резонанс Шумана. Да. И если вы спите, то есть это физика, да, то есть почему важно спать в холодной комнате, потому что есть такое понятие, как электронная плотность. И чем выше электронная плотность, тем больше у вас возможности вот перезагрузить иммунную систему. Поэтому заземляйтесь, пожалуйста, ходите по земле, и тогда тоже спать будете лучше. Это все комплекс мер, которые вам помогут, друзья. Алия Ивановна, спасибо большое. Вы невероятные сегодня нам дали данные, информацию для размышления. Желаю вам спящих пациентов. Спасибо большое, Асель, за приглашение на подкаст. Мы, врачи, помимо врачебной работы, всегда занимаемся популяризацией медицины,
проводим такую просветительскую работу. И я была очень рада сегодня, благодаря вам, донести какие-то важные моменты про один из аспектов нашей жизни, Самый про важный, сон. Да. Сон — это самый все-таки важный. 1/3 суток, в Да. которых проводишь. 1/3 вашей И жизни. она одна из самых неплохих, это 1/3 жизни. Да, Да. да. И, конечно, у нас очень много есть тем, которые мы можем раскрывать в будущих подкастах. И мы можем проговорить про электромагнитные поля, потому что в мире есть места, где люди туда приезжают и засыпают сами. И у них еще благодаря этому проходят хронические заболевания и удлиняется продолжительность жизни. Только эти места засекречены. То есть туда Да, раньше мы их ездили знаем, туда туристы, раньше. да, а потом как бы эти места как бы стали более закрытыми. А вы знаете, что сейчас, например, в Дубае, я не знаю, в Алмате есть или нет, надо бы привезти. Там есть специальные такие комнаты, куда помещают тебя в такую камеру, и там глушится, то есть тебя заводят в определенный резонанс электромагнитный, и ты начинаешь расслабляться, потому что мы, когда не в резонансе двигаемся, мы все время преодолеваем какую-то биофизику, да, Да. электромагнитные поля, и там, короче, этот куб, как это называется, Есть зеркала. куб, да, есть египетские пирамиды, это тоже древнее такое Да. послание фараонов. Оказывается, когда человек находится в центре такой пирамидальной системы, у него синхронизируется его биомагнитное поле с геомагнитным полем Земли и с электромагнитными колебаниями Солнца. То есть улучшается вегетативная функция. И я так думаю, что древние египтяне нам могли дать такое зашифрованное это послание. То есть пирамида — это же вечный сон. Индусы ты же Да, тоже делали, они фараона, да. ашрамы делали тоже по То такому есть же принципу. дорога к вечной жизни лежит в том числе через хороший сон. И я всем нашим слушателям, слушателям вашего подкаста, у вас теплая живая аудитория очень, хочу пожелать крепкого здоровья и хорошего сна. Благодарю вас, друзья. Если у вас есть какие-то лайфхаки по сну, которыми вы хотите в комментариях поделиться, пожалуйста, пишите. Не надо рекламировать какие-то средства, мы понимаем. Просто напишите, что вам подошло, и люди сами выберут. Спасибо большое. Мы обязательно самый лучший лайфхак озвучим его в рилсе и дадим на вас ссылку. Поэтому погнали, пишите свои комментарии. Благодарим.